Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами, используя инструмент PowerStroke, создадим различные ромбики, треугольники и прочие геометрические фигуры. Иногда можно разнообразить наш шрифт, добавив в него некоторые иконки, какие-то фигуры, элементы и прочие всякие штуки, которые пользователь сможет использовать в работе с вашим шрифтом. Делается это все не очень сложно, ничем особо не отличается от работы, например, в иллюстраторе или при создании какой-то буквы, но есть вспомогательные инструменты, которые позволяют этот процесс ускорить. И вот, допустим, если мы посмотрим на шрифт Zasker, в нем есть такие фигуры, у которых есть соответствующие ячейки и есть соответствующий Unicode, при этом они все соответствуют по насыщенности нашему шрифту, поэтому я могу как использовать такие тонкие, так и сверхжирные, которые в большинстве своем, скажем так, подходят под создание рисунков и композиций нашим шрифтом. Но даже если у них нет своего Unicode какого-то, своей ячейки, вы можете сделать свои глифы, которые потом можно либо выбирать из списка глифов в программе, либо можно создать какой-нибудь код в фичах, чтобы при наборе, например, какого-то слова оно подменялось картинкой. Но это уже вопрос другого уровня, но идея в том, что мы можем это все дело сделать. Но если с такими у нас проблем никаких нету, чтобы создать такие простые фигуры, то вот с этими приходится немножко повозиться. И чтобы упростить этот процесс, мы с вами как раз и воспользуемся такими штуками, как, например, PowerStroke. Я скопирую эти два глифа, можно даже вот, например, вот такие глифы открыть и переключусь на шрифт, в котором их нету. Про то, как добавлять новые ячейки в шрифт, мы видим здесь, что здесь ничего нету, я рассказывал в других уроках, поэтому сейчас я просто покажу, как это делается. В общем, мы вставляем сюда эти пустые ячейки, и в принципе я просто сейчас не буду делать во всех мастерах, сделаю только в некоторых. Скопирую вот этот овал в шрифт журнальную рубленную и вот этот ромб скопирую. Так, допустим, вот такой нас интересует. Это у нас болт. Рядом поставлю, например, какую-нибудь букву H, чтобы примерно понимать, какая у нас ожидает толщина. Вот, я подготовил такие фигуры. Теперь наша задача сделать точно такие же, но с пустотой внутри. А вот, скажем так, мы можем скопировать вот этот, вставить сюда, потом скопировать его же, уменьшить, в общем, где-то что-то подогнуть. Это, в общем, делать не очень удобно, и можно процесс этот ускорить. Для этого я скопирую сюда вот этот овал, потому что важно, чтобы он был точно такой же. И теперь можно применить к нему режим строка. Для этого мы открываем панель под названием Stroke. Она у меня здесь уже предварительно имеется. И теперь я могу просто понять, какую мне нужно задать толщину. Например, в 120 это толщина всего шрифта. Поэтому здесь в выпадающем меню я могу просто выбрать пункт 120. Но мне не нравится, как это все выглядит, поэтому я поставлю, чтобы это дело все было внутри. И если я расширю эту панель, я увижу, что у меня вот эта заливка, она мне не нужна, поэтому я просто выбираю здесь отсутствие цвета. И таким образом у меня получилась полностью готовая фигура. Если вдруг я захочу сделать жирную версию этого начертания, я просто переключусь, например, на какой-нибудь экстраболт, допустим, вот предположим, что у меня здесь все настроено, и здесь я могу просто взять и скопировать элемент, не контур тулом, а полностью весь элемент. Я его скопировал, у него вот здесь видно такая вот цветная иконка. Я это дело сейчас удалю, это вставлю, но чтобы заново ничего к нему не применять, я теперь могу здесь просто в панели Stroke применить ей новое значение толщины. Например, вот здесь мы видим, что у нас толщина 240. Значит, попробуем применить 240. Предположим, вот 200. И с зажатым шрифтом я могу вот сделать вот такой элемент. Но мы не забываем, что все-таки фигуры, они должны более-менее по массе подходить, но не полностью соответствовать нашим буквам, потому что тогда их будут путать с буквами. Поэтому, разумеется, здесь я сделаю поменьше, хотя бы, допустим, 200, потому что если я внутрь потом захочу что-нибудь поместить, я просто не смогу этого сделать. И если мы посмотрим на шрифт Zasker, то здесь в жирном начертании
у меня, например, при ширине в 260 здесь всего лишь 175, потому что если мы сделаем вот такую фигуру, нам нужно, чтобы и здесь все соответствовало. То есть общая ширина была примерно схожа у всех фигур. Поэтому что я делаю? Я сейчас сюда помещу. И перейдем в журнальную рубленную. Копирую вот это, копирую вот это. Теперь могу зайти сюда и скопировать его свойства через вот эту кнопку в панели Elements. Захожу сюда и просто теперь могу Edit и вставить сюда свойства Stroke, которые я здесь задал в панели Stroke. Ну, просто чтобы ее заново не делать. Я могу ее, в принципе, скопировать и вставить здесь. И поэтому, если я сейчас перейду сюда, так, сейчас скопирую этот контур и скопирую его сюда. Теперь я беру и, выделив этот элемент тулом вот этим, кликаю сюда. И теперь могу применить эти значения сюда. Но мы видим, что здесь вот это значение, которое у нас в этой фигуре, оно слишком маленькую дает вот такую внутреннюю часть. Поэтому здесь мне нужно сделать ее поменьше. Поэтому я беру и здесь выбираю, например, делаю 150 хотя бы, чтобы более-менее, даже нет, 170. Вот. 170 уже более-менее нормально выглядит. Так. Вот. Но теперь 170 здесь, а здесь у меня 200. Чтобы они более-менее соизмеримы были, сделаю здесь 180. Ну, то есть нужно с какой-то баланс более-менее выдержать. Все, в общем, предположим, что я во всех шрифтах все это сделал, и теперь эти фигуры у меня готовы. Теперь, чтобы мне превратить ее в обычные глифы, чтобы я смог ее экспортировать по-нормальному, мне нужно ее разобрать. Для этого мы можем на панели Stroke нажать вот эту галочку, и у нас все применится. При этом, в отличие от всех каких-то других манипуляций, каких-то там фильтров и так далее, мы не можем здесь применить Expand Transformation, потому что это своего рода тоже фильтр, но как немножко по-другому он устроен, поэтому, когда я кликаю сюда, у меня вот эти пункты, они просто недоступны. И, соответственно, чтобы превратить его в обычный контур, мне нужно воспользоваться панелью Stroke. Теперь я нажимаю на... Сейчас я его перетяну. Нажимая на вот эту галочку, которая мне говорит, что мне можно превратить наш Stroke в обычный контур, я нажимаю, и она превращается в обычный, самый обыкновенный контур, который имеет заданную толщину. Но мы видим, что здесь у нас и вертикальный, и горизонтальный 180, что немножко не очень хорошо, потому что мы же помним, что нам нужно делать оптическую компенсацию горизонтали, они всегда чуть-чуть поменьше должны быть. Поэтому что в таких случаях мы делаем? Вот здесь я не буду показывать на этом примере, покажу на вот этом примере. Здесь у меня еще ничего не разобрано. Мы видим, что у нас и здесь Stroke 120. Но если мы выберем вот этот пункт, мы можем его немножко горизонтали уменьшить. И если я вот начну делать, мы увидим, насколько сильно это влияет. Но обычно здесь достаточно где-то около примерно 95, чтобы в целом немножко компенсировать. Может даже вот 97 сделать. И я применяю и вижу, что теперь у меня вертикаль 120, а горизонталь 116, что в целом оптически очень даже неплохо. При этом, если, например, мы сделаем супер узкую какую-то фигуру, вот наподобие такой, вот, допустим, вот такая фигура у нас, здесь, конечно, хотелось бы немножко ее облегчить, потому что здесь у нас общая толщина строука, как мы видим, равномерная, но это дает очень темные элементы сверху и снизу. Поэтому здесь мы тоже можем воспользоваться этой штукой, причем воспользоваться ей уже в более таких сильных значениях, чтобы компенсировать вот этот вот плавный наплыв, который у нас здесь есть. После того, как я выбрал эту функцию, я могу здесь нажать Expand Stroke, и мы видим, что здесь общая часть это немножко получше выглядит, но можно ее, в принципе, даже немножко вручную подкорректировать, потому что это все-таки фильтр, который делает все максимально буквально. А наша задача это все дело сделать так, чтобы это оптически еще хорошо смотрелось. Кстати, если в нашем шрифте у какой-нибудь фигуры, у какого-нибудь элемента есть свойства цвета, обводки и так далее, и для наглядности можно сделать, например,
прям явный красный цвет, чтобы он отличался от обычного черного, ну, в моем случае синего, потому что это заливка такая, но так или иначе, если мы будем в нашем шрифте, если будут какие-то элементы со свойством цвета, градиента и так далее, то при экспорте мы получим два файла. Поэтому я сейчас возьму, экспортирую этот файл из текущего слоя, потому что если мы делаем инстансы, они там пересоберутся, и, в общем, все будет окей. Но конкретно текущий слой, если я экспортирую, потому что на нем есть цветная фигура, мы получим два файла. Я экспортировал OTF, и мы видим, что у нас есть extra bold, в котором есть соответствующие буквы и так далее, но вместе с ним есть рядом такой же файл, который весит по сути столько же, только у него есть такая дополнительная пометочка, что это SVG шрифт. Что это такое? Если мы сейчас закинем этот SVG шрифт, мы увидим, что он из себя представляет все то, что мы с вами создали в нашем шрифте, только плюс ко всему здесь у нас еще есть цветная такая фигура. Причем есть дополнительный слой BV, который просто как бы дублируется, но в оригинальном шрифте его нет. Вот, и мы можем, что мы можем с этим сделать? Мы с этим сделать особо ничего не можем, но можем его разобрать, и после этого он превращается в обычный контур, который окрашен цветом. У него уже нету возможности воспользоваться, то есть это уже не фильтр как таковой, у нас уже нету здесь таких динамических ползунков ширины, мы не можем это компенсировать. Он просто превратился в обычный элемент с заливкой. И рядом же у нас с вами есть второй файл, который представляет собой по сути все то же самое, только FontLab принудительно разобрал все фильтры и превратил вот этот символ, этот ромбик в обычный контур без свойства заливки. Мы видим, что здесь у нас черно-белые вот такие вот кружочки, потому что это просто обычный контур. Это на случай, если вдруг вы экспортируете ваш шрифт, а у него в папке экспорта находится два файла, и непонятно, что это такое. Это вот собственно то, что мы и экспортировали. Без заливки окрашенной и с окрашенной заливкой в SVG формате. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.